Как вы думаете, в чем различие между правым фрагментом видео и левым? На одной стороне экрана вы видели голограммы из разных фантастических фильмов, а на другой лжеголограммы. Так давайте же разберем, что является голограммой и почему на левой стороне экрана были лжеголограммы. Здравствуйте, меня зовут Маша, и сегодня мы с вами разберем, что же такое голограмма. Когда я начинала работать над этим проектом, я твердо была уверена в том, что известная японская певица Мико Хацуна – голограмма. Но на самом деле она таковой не является. Многие из вас видели, как на просторах Ютуба ходило видео «Сделай сам голограмму в домашних условиях». Там делали пирамидку из пластика, ставили на смартфон или планшет и получали трехмерное изображение. К моему великому сожалению, это тоже не голограмма. Так что же такое голограмма? Голограмма – это продукт голографии, объемное изображение, создаваемое с помощью лазера, воспроизводящего изображение трехмерного объекта. Голографии прочат будущее визуальных развлечений, поскольку до сегодняшнего дня этот способ был самым многообещающим способом визуализации трехмерных сцен. Ну а теперь на понятном языке. Все просто. Вы буквально видите реальный объект, который на самом деле является объемным изображением. Его можно обойти, рассмотреть со всех сторон, можно придать глубину, которой не может похвастаться никакая другая 3D-технология отображения. Итак, давайте разберем принцип работы голограмм поближе. Свет – это не только поток частиц, но еще и волна. Так вот, если два луча с одинаковой частотой встречаются, они складываются и деформируют друг друга. Происходит упорядоченная интерференция. Для создания голограмм берут совершенно два одинаковых лазерных луча. Одним освещает предмет, а другой идет прямо. Оба луча встречаются на специальной фоточувствительной плоскости и записывают свою интерференцию прямо на ней. Теперь достаточно посветить на эту плоскость лазерным ключом, и мы увидим виртуальный объект, то есть голограмму. Во многих фантастических фильмах мы видим голографические изображения, которые используются в рекламных целях, продвинутой версии скайпа и других медиа-развлечениях. Хотя метод голографии был изобретен еще в 1947 году, и многие ученые и инженеры до сих пор совершенствуют технологии голограмм, мы все так же далеки от настоящих 3D-фильмов, как и 5-10 лет назад. Почему же это происходит? Главной проблемой для внедрения в нашу жизнь остается громоздкость конструкции. Но все может поменяться благодаря разработке ученых из Австралии, которые создали крошечное устройство для формирования объемных голографических изображений. Еще одной сложностью производства голографических изображений является то, что для их создания требуется очень большое количество вычислительных ресурсов, нежели для создания изображений для плоских экранов, и более тонкая работа со светом, чем при создании изображений для проекторов. Группа исследователей разработала новый тип дисплея, который позволяет пальцами рук манипулировать изображением, генерируемым плоским сенсорным экраном. Камера глубины регистрирует положение пальцев и степень нажатия на экран. Специально созданные компьютерные алгоритмы обнаруживают и интерпретируют данные глубины в момент, когда рука тянется к дисплею. Это возможно благодаря технологии ультразвуковой левитации. Исследователи говорят о широкой области применения созданной ими технологий. По их словам, дисплеи, которые способны менять свою форму, появятся в продаже через 5 лет. Сейчас ученые работают над реализацией этой технологии в смартфонах. Эффект безопасной на ощупь голограммы был достигнут за счет сокращения длительности импульсов лазерного излучения. Еще одним способом создания безопасной тактильной голограммы продемонстрировали исследователи японской Digital Natural Group, применив для этого фемтосекундные лазеры, сформировав голограмму в виде сердца, звезды и маленькой феи. Получается, настоящую голограмму можно сделать и воспроизвести только со специальным оборудованием? Да, это именно так. Но мы надеемся, что в скором будущем мы сможем наслаждаться всеми прелестями голограмм.